Когда человек идет в духовное развитие и начинает собирать информацию, ему часто попадаются такие слова. Все есть любовь, Первотворец создал нас из любви и так далее. И у него возникает логический вопрос, а логический он потому, что он в это время не задействует свои чувства, он исключительно воспринимает эту информацию логической своей частью. А откуда вы все это взяли? Ну, с чего вы решили, что все любовь? Вот по моему опыту, из того, что я вижу в мире, любви-то как раз мало. И все логично. Любви мало там, где мы ее мало продуцируем. Потому что первотворение не предполагало того, что происходит сейчас на Земле. И, к сожалению, к великому, у большинства людей нет опыта безусловной любви. И если он и был, то он обычно был в раннем детстве, до того момента, пока родитель ничего не требует от тебя. Потому что когда ребенок подрастает, он начинает отражать родителю его травмы, и родитель считает, что ребенок должен начать соответствовать его требованиям, лишь бы эти травмы не ковырять, и лишь бы в них не смотреть. И тут очень важно понимать, что когда у тебя нет опыта этой безусловной любви, ты не можешь понять, а что это. Ты пытаешься заменить это все суррогатом. Как я часто говорю клиентам, я привожу им такой пример. Вот представьте, есть вы и есть ваш партнер. И вы играете в бадминтон, у вас есть валанчик, вы его туда-сюда, туда-сюда. И не дай бог, ветер унесет этот валанчик. Вот этот валанчик есть ваша любовь. Если ветер, сильный порыв ветра его унесет, игра закончится, вы разойдетесь по домам, потому что, а где любовь? Потому что это не имеет никакого отношения к любви. Мы не можем воспринимать любовь как нечто внешнее. И мы не можем ее отдавать, передавать, дай мне больше, мне мало. Это невозможно, это не про любовь. Потому что истинная любовь, она всегда внутри. И в истинной, безусловной, божественной любви в паре, например, происходит так. Встречаюсь я, и встречается мой партнер. Я наполнена изнутри любовью, и я ее эманирую. И он точно так же изнутри наполнен этой любовью, и он ее эманирует. Мы не перекидываем валанчик, мы просто делимся любовью. И если вдруг мой партнер уйдет, умрет, совершит переход, что-то с ним случится, я не потеряю часть себя, у меня здесь не возникнет дыры, потому что она изначально была заполнена божественной любовью. Люди, которым в этом воплощении, скажем так, повезло, условно говоря, которые либо кармически так себе наработали хорошую карму, либо у них урок души такой, да, душа выбрала испытать безусловную любовь. Это люди, которым родители в детстве подарили очень-очень много безусловной любви, которая стала их фундаментом. И если ты такому человеку скажешь, но ведь творение есть любовь, он скажет, да, я всегда это чувствовал, по-другому не может быть. Но таких людей единицы. Остальные вынуждены продираться сквозь тернии страданий к любви. Потому что когда мы снисходим с божественного плана в очень плотный трехмерный план, мы забываем все. Мы забываем, что такое любовь. Более того, мы попадаем в такие условия, где даже примера нет, чтобы узнать, а как это? Как это, безусловно, любить? Но дело в том, что внутри эта память есть, а ее нет в уме. Но внутри, в теле, в геноме человека эта память сохранена, и ее нужно только открыть. Когда у нас в обществе отсутствует эта пресловутая божественная, безусловная любовь, мы видим ровно то, что происходит сейчас в мире. Мы видим скандалы, которые происходят в Голливуде. Любое личностное расстройство формируется тогда, когда человеку недостаточно любви. Нарциссическое расстройство личности обязательно сформируется там, где ребенка не видели, где видели функцию, где он должен был соответствовать, где он должен был выполнять требования для того, чтобы закрыть пустоту родителей. Это формирует пустоту в нем самом. И из того, что мы сейчас видим, что происходит в мире, мы понимаем, что людям очень сильно не хватает этой божественной любви. Никто не сможет пойти в тьму, если он будет наполнен любовью. Ты это ни на что не променяешь. Этот свет и это тепло, эту тихую радость, эту невероятную наполненность. Но когда в тебе нет этой божественной любви, когда у тебя внутри тебя дыра, ты будешь обязательно заполнять ее суррогатом. А эта система, эта матрица предлагает уйму суррогата. Она предлагает потребление всех видов.
Она предлагает жирную, сладкую пищу, наполненную консервантами и ароматизаторами. Она предлагает алкоголь, она предлагает наркотики, она предлагает бесконтрольный секс. Лишь бы заполнить вот эту пустоту. Ни одно зло не может существовать там, где есть свет. Ни одно зло не может выжить там, где есть божественная любовь. Этот мир мы можем изменить исключительно с помощью любви, ничего другого. Никакие указы, приказы, решения не будут действовать, пока мы не излечим наши сердца. А все, что на самом деле нам хочется, и нашей душе в первую очередь, нашему сердцу, нам хочется любить. Нам хочется уже открыться друг другу. Нам хочется открыто общаться. Нам не хочется искать нигде врагов. Нам хочется любить. Нам хочется творить. И если мы начнем постепенно, каждый сам за себя, не надо никого спасать, никакую планету пока, каждый сам за себя начнет открывать свое сердце, поверьте, этот мир очень быстро начнет меняться. Он уже меняется. Вы, когда заходите в интернет и смотрите на хороших людей, которые делают какие-то хорошие поступки, на милые видео с животными, ваше сердце раскрывается. Ваше сердце раскрывается, вы начинаете любить. Но большинству людей безопаснее любить на расстоянии, безопаснее любить животного, потому что есть страх повторения предыдущих сценариев. Мне уже было в этой жизни больно, и я больше не хочу. Зачастую работники света, которые либо в силу кармы, либо в силу решения души выбирают не очень простое воплощение, например, дисфункциональную семью с алкоголиком. Попадая в это воплощение, они начинают очень мощно отстраиваться от мира, очень мощно защищаться. Потому что на самом деле сейчас среди нас очень много эмпатов и тонко чувствующих людей. Эмпаты и тонко чувствующие люди нужны нам для того, чтобы повышать вибрации. Это не какое-то отклонение, это норма. Норма тонко чувствовать людей, норма тонко чувствовать природу. Но я не могу долго тонко чувствовать, если вокруг меня творится ад, который формирует моя же семья. И в итоге мы получаем эмпатов, которые закрылись броней интроверсии, якобы, нелюбви к людям и так далее. Это был мой сценарий, который я также проходила. Я очень долгое время думала, что я вообще не люблю людей, не хочу с ними работать, и вообще, чтобы их рядом не было желательно. Но за всем этим стоял огромный, огромный страх любить. Огромный страх того, что мне снова сделают больно. Но в этом-то и сила звездных душ и работников света. Вас очень трудно сломать. Невероятно трудно, ребят. Если вы смотрите это видео, вы, скорее всего, один из них, если вы не какой-то заблудший, который скажет, что за фигню ты несешь, вы это почувствуете. Вас практически невозможно сломать. Понимаете? Вы настолько устойчивы, в вас настолько много любви и света на самом деле, что сломать вас вот этими происходящими событиями нереально. Вам может стать больно, вы можете закрыться, но сломаться нет. И все, что вам нужно сделать, чтобы улучшить этот мир, чтобы улучшить свою жизнь, это открывать сердце. Через страх, через непонимание, как это делать, через обучение себя новым алгоритмам. Если у вас не было в сознательном возрасте опыта безусловной любви, опыта безусловного принятия вас, вашей души, то у вас нет нейронных связей в вашем мозгу для восприятия этих чувств. Но вы можете их построить. И строится это довольно быстро на самом-то деле. Что вам для этого можно сделать? Начинаем мы всегда с уровня личности. Это базовый уровень функционирования в этой матрице. Приходя сюда, у нас формируется личность, формируется она под воздействием семьи, близкого окружения, определенных травм, которые мы получаем, определенного опыта. Мы должны четко понимать, как функционирует наша личность. Мы должны четко знать все причинно-следственные связи. Мы должны четко отслеживать свои реакции на других людей и реакции людей на нас. Все это делается в психотерапии. Вы очень быстро, достаточно быстро, если вы условно здоровый невротик или высокий пограничник, можете это сделать. Это база. Это база, я вас прошу, не пренебрегайте ей. А вот дальше вы уже идете в духовное развитие. Хотя психотерапия уже является духовным развитием, потому что ваша душа сказала: мне так не нравится, надо что-то менять.
и вы пошли действовать. Это духовный путь. Далее вы выходите за пределы личности и идете выше. И вот здесь вы выходите на уровень более тонкого плана. Здесь вы можете узнать про свою семью света, вы можете узнать про кураторов, которые сопровождают вашу душу в этом воплощении, и вы можете обратиться именно к ним. Чем различается тьма и свет? Тьма в плохом понимании, да? Она различается тем, что им не важно, хотите вы, не хотите, они все равно вам что-нибудь впихнут. Скажут: хочешь алкашки? Сейчас принесу. Свет никогда не будет действовать так. Свет всегда уважает вашу волю, потому что вы выбрали себе эту игру. Все воспринимают это как игру, кроме людей в человеческом воплощении. Да? Нам тут может быть сложно. И в этой игре у вас есть право страдать, у вас есть право убивать, у вас есть право насиловать, у вас есть право создавать невероятно прекрасные вещи, у вас есть право любить. Но это все ваше право и ваша свободная воля. И для того, чтобы вы получили помощь, вам нужно о ней попросить. Первый уровень – личность. Второй уровень – уже обращение к своей семье света, к своим духовным наставникам. Это делается невероятно просто. Как это делала я? Я обратилась к мастеру Иисусу и сказала: научи меня любить так, как любишь ты. Покажи мне, как это. Я больше не хочу жить так, как я жила. Я сердце хочу открыть. Я чувствовать хочу. Я наслаждаться хочу. Любить хочу. Покажи мне, как это. И поверьте, вам дадут этот опыт. Но вам дадут не тот опыт, который вы планируете. Вам не дадут, скорее всего, какого-нибудь любимого человека, с которым вы вот соединитесь раз и навсегда в божественной любви, без всяких испытаний, и будете друг друга любить. О нет! Потому что божественная любовь в первую очередь вскроет в вас все, всю ту грязь, которую вы накопили не только за это воплощение, но еще и за предыдущие. Это все подсветит, и это будет колоссальный труд. Но поверьте, этот колоссальный труд того стоит. Потому что обратно в эту грязь вы вернуться не захотите. Никакие страдания, никакие склоки, сплетни, распри, скандалы вас не... Вы не захотите к этому больше приближаться ни на йоту. И если вы встанете на этот путь, когда вам покажут, дадут вам этот опыт, то поверьте, вы дойдете до божественной любви. И поверьте, ваше сердце откроется. И поверьте, все страдания отойдут на задний план. И вы скажете: неужели я так жил? Неужели это же не со мной было, это был не я? Потому что вы узреете свою божественную суть. Потому что все, о чем я говорю, вы знаете. Это не новшество. Вы просто будете это вспоминать. Именно коды любви, коды света будут активировать в вашем физическом аватаре, в ваших тонких телах всю ту память божественной любви, которую вы знаете. И поверьте, именно к ней вы стремитесь. Именно к ней направлены все ваши усилия, которые матрица искажает и направляет вас по ложным путям. Что это за ложные пути? Вот как раз насчет скандала в Голливуде, который сейчас проходит. Если мы возьмем ребенка, который был взросшен своими родителями в безусловной любви, когда родители полны этой любви, когда они ей светят, отдадут ли они ребенка какому-нибудь странному рэперу? Нет. Нужно ли будет творцу, например, певцу, который любит творить, писать песни, гнаться за контрактом, несмотря на цену этого контракта? Нет. Очень часто за такими контрактами гонятся либо совсем молодые юные дарования, которые еще не умеют отличать добро и зло. Вопрос почему? Да? Потому что им родители не передали этого навыка. Либо люди с огромной нарциссической пустотой, которые пытаются заполнить этой славой, этими деньгами, эту пустоту. И им не важно, они не хотят смотреть на то, что будет написано мелким шрифтом, а написано там будет очень много. Если бы все дети, и мы в том числе, будучи детьми, растились в безусловной любви, ничего бы этого не было. Нам бы не нужно было заслуживать эту любовь. Нам бы не хотелось собирать залы не потому, что я красиво пою и просто люди ко мне приходят, а потому что я хочу их собирать, я хочу добрать эту любовь. Все зло идет оттуда, где нет любви. Всегда. Все напряжение идет там, где нет любви. Сопротивление, ревности, скандалы, интриги, расследования – все появляется ровно там, где нет любви. Как только она появляется, вся тьма рассеивается. Вам даже не нужно бороться, вам нужно просто светить и любить.
Поэтому, если вы хотите обрести эту любовь, если вы готовы пройти этот опыт, не совсем простой, сделайте запрос к своему высшему «я», к какому-нибудь мастеру, которого вы доверяете, который находится в электронном присутствии. И получите этот опыт, раскройте свое сердце. Потому что ничто, ни покупки на Озоне или Wildberries, ни дорогие бренды, ни уйма недвижимости, ни слава, ни что-то еще не даст вам того покоя, той тихой радости, такой невероятной наполненности, как может дать вам эта божественная любовь. Если у вас есть желание изменить свою жизнь в лучшую сторону, если тем более у вас есть желание изменить этот мир в лучшую сторону, первое, что вам придется сделать на этом пути, это открыть сердце, пролечить свои психологические травмы, пойти дальше. И кульминацией всего будет открытие сердца. Это будет выход на новый этап и на вашу новую жизнь. Так что я желаю вам светить, любить и творить из любви. И неважно, кто вы, поэт или бухгалтер. Когда у вас открыто сердце, вы любую работу делаете с любовью и с радостью.